Туман стелился низко по обочинам 12-й окружной дороги, стелился вязко, будто ночной дым, вползая в кювет, обволакивая каждый знак и каждый сучковатый куст. В этих местах туман был неизбежен. С болоток тянуло сыростью, рыбацкие домики по обеим сторонам дороги давно уже погрузились в свой сон и казались черными коробками на чужой планете. Все уверенно продолжали дремать, избавляя себя от скользкого ощущения неуверенности в собственных шагах. Лишь один патрульный форт держался этой дороги, стараясь не пропустить ни одной детали. Офицер Чейз Сандерс ехал медленно, держался правой полосы почти вплотную к разметке. Его туловище крепко зафиксировано ремнем, пальцы привычно на руле, взгляд цепко ощупывает теплую рассеянную полоску, вырванную светом фар из паутины сумрака. В такие особые ночи старая тревога была прочна, как тень, что все время рядом, даже когда о ней забываешь. Первые 9 миль — ничего. Разве что воображение умудрялось трансформировать форму куста за знаками в силуэт, а задувший порывом влажного ветра пакет в проклятое движение. С третьей попытки привычка брать под подозрение все вокруг дала сбой. Он мелькнул едва на краю света. Ребенок. Маленькая фигурка, постарчески опирающаяся на что-то вроде тряпичного мешка. Чейз включил проблесковый маяк, выключил дальний свет и аккуратно остановился у края дороги. Узкая лента асфальта, мокрая и блестящая, становилась словно порогом между привычным и странным миром. Чейз открыл дверь и вышел. Шаги у него были тяжелыми, но уверенными, впрочем, тревожность только усилилась. Он посмотрел на мальчика, пытаясь не спугнуть. Настоящий ребенок едва ли оказался бы здесь в столь поздний час. Несколько медленных шагов, и стало ясно. Возраст ребенка не больше 11, движения ременно сцеплены усталостью, на плече узелок, грязный мешок, больше похожий на обрывок сна, чем на багаж. Чейз окликнул: «Эй, малыш, ты как тут оказался?» Мальчик не обернулся, даже не дрогнул. Он шел, ставя ноги чуть в сторону, как лунатик, которого гонит какое-то внутреннее задание. Второй раз Чейз позвал громче, шагнул ближе, но ребенок так и не глянул в его сторону. Дети обычно боятся людей в форме, бегут или рыдают. Этот будто ничего не слышал. Чейз ускорил шаг и перегородил обочину, подняв руки, будто останавливает испуганную лошадь. Мальчик покачнулся и зацепился за гравий. Глаза были полузакрыты, губы лиловые, под глазами густые пятна грязи. Он попытался что-то прошептать, но тут же упал на одно колено, мешок оказался в стороне, и сам мальчик, пошатнувшись, рухнул на гравий и пыль. Все произошло за несколько мгновений, но в голове у Чейза прокрутилась целая жизнь этих несколько шагов. Он опустился рядом, ощупал пульс, слабый, ломкий. Рядом мгновенно оказался его служебный фонарь, быстрый щелчок по рации. «12-я трасса, требуется медицинская помощь, прием, повторяю, состояние критическое». Он приподнял голову мальчика, пытаясь уловить хоть какую-то реакцию. Одежда ребенка висела мешком, куртка была порвана, в туфлях дыры. Маленькие руки, сплошь исцарапанные и избитые, сжимались в кулак даже без сознания. Казалось, мальчика надо согреть. Он был ледяным на ощупь, как статуя в ледяном саду. Мальчик не очнулся. Его дыхание было едва заметным, только подрагивали ресницы, когда лежал на боку. Казалось, сейчас вздох, и все исчезнет, растворится в этом седом дорожном небытии. Ожидание скорой тянулось бесконечно.
Чейз по уставу не должен был трогать вещи потерпевших, но когда стал слышен приближающийся вой сирены, он поднял мешок. Обычный брезент был промокшим насквозь, и то, что выпало на мокрый асфальт, не походило на игру воображения. Грязные тряпки, старый ржавый кусачий ключ от ворот, рубашка с пятнами засохшей крови, несколько пакетов с хлебными корками и потрепанный блокнот. Офицер еще раз присел у мальчика. Почерк на обложке блокнота был неуверенный, буквенные каракули сплелись в имя Илай. В этот момент Чейз почувствовал что-то знакомое, неприятное, словно спустился во тьму, где кто-то зовет без крика. Он понял, мальчик бежал, но не куда-то, а от кого-то. Без сознания, лежа на толстой больничной подушке, Илай непроизвольно мотал в голове один и тот же черный круг, пересказывал себе истории из собственного страха тихими голосами. В этой памяти все было тесно скручено страхом: деревянные стены, трещины в досках, запах старого бензина и мышиной мочи. Каждый раз возвращалось то, что уходить не хотело. В этих воспоминаниях Рэндалл, приемный отец, был не просто властным хозяином. Рука на ремне, разноцветная адская тень, скользившая по кожаному поясу. С утра — окрик. Попытка вырвать одеяло, полведра ледяной воды, вечно холодная картошка и сухой хлеб со стеклянной крошкой соли. Все время приходилось смотреть в пол и думать о пустоте, которая становится едой. Даже улыбок не бывало. Детей на ферме Рэндалл кормил как свиней, четко по графику, ничего лишнего. Если кто-то начинал жаловаться, наказание было незамедлительное. Особенно тяжело Илаю давался Рэндалл, когда тот пришел пьяным. Тогда любое неверное движение превращалось в громкое слово, и слово всегда следовало после удара. За каждый сбой, за каждую непослушность, ремень, за каждый несделанный шаг — холодный подвал. Почти все детство мальчик не знал, что можно ощущать себя иначе, кроме как быть голодным и уставшим. Иногда старший брат Калеб подсыпал ему кусочек хлеба, иногда даже мог приободрить шепотом, когда все уже спали. Но это были минуты. Наказания следовали часто. Мать Конни молчала, отводила взгляд, делая вид, что ничего не происходит. В воспоминаниях Илая каждая смена погоды равнялась новой беде. Дождем Рэндалл заставлял таскать тяжелые ведра воды, а зимой разбирать ледяные бревна за сараем. Малейшая попытка отказа заканчивалась лишением пищи, а голод сталкивал детей с немыслимой жестокостью. В таких условиях боль всегда сидела где-то под кожей, растекаясь по венам. В эти мучительные ночи мальчик часто забывал, как зовут его самого. В одиночной палате Илай лежал тихо, тяжело дыша, но разбитое тело постепенно возвращалось к жизни. Медсестра, строгая пожилая женщина, регулярно делала уколы, меняла системы, записывала температуру и показатели на экране. У постели стоял Чейз. Теперь ему было позволено коротко поговорить с воспитанником. Он не мог не заметить серые тени под глазами мальчика, выступающие по скулам мелкие обломки страха. Палец, тонкий, почти прозрачный, крепко сжимал край простыни. Рядом с Илаем валялся все тот же дневник. Когда некому рассказывать свою беду, пишешь ее на бумаге. Вот так решил Илай. В нем шли записи обо всем, что происходило на ферме, то, о чем не говорил никто. Рэндалл еще раз избил меня ремнем, спрятался под кровать, потом был на холоде до утра. У мамы спросить больше нельзя, она говорит, что времени нет. Калеб пытался защитить меня, подсовывал хлеб. Теперь его забрали, сказали, служба пришла, но никто из службы не был. Я больше не плачу, потому что плакать нельзя, тогда только хуже.
В блокноте были не только слова, но и рисунки. Решетки на окнах сарая, гвозди, выступающие из стен, угольные силуэты взрослых. На некоторых страницах выделялись цепкие рваные строки. «Если меня тут не станет, пусть хоть кто-нибудь это увидит». Чейз медленно закрыл дневник. Внутренняя волна ярости и жалости тому неподдельному отчаянию нарастала. Теперь она становилась частью его долгого пути. Медсестра, вполголоса докладывающая новости, вызывала к офицеру особое доверие и уважение. Ее тихий профессионализм был надежным щитом для любого больного. На этот раз она подошла к Чейзу, держа в руках и подбородок повыше, и отчет, полный медицинских заключений. «У мальчика тяжелая степень истощения», — начала она, перелистывая листы. «Признаки затяжного обезвоживания, следы от ремня, ссадины и ушибы различной давности. Подошвы — все в кровавых трещинах, вес не соответствует возрасту, уши отпадали от мороза. Мы уже подали отчет в службу защиты детей, дело запущено». Чейз ощущал, будто ледяная вода пролилась на спину. Он знал, что значит подобный медицинский рапорт. Если его задвинут, беда будет необратима. Ему вспомнилась последняя запись в дневнике мальчика. «Сегодня опять приезжала полиция. Я спрятался за бочку, мама улыбалась, они поговорили и уехали. Мне никто не поверил, больше никто не поможет». В комнате вдруг стало тесно от затаённой вины. 3 месяца назад именно он проверял жалобу на шум, приехал на ферму Миллеров, слушал оправдание Рэндалла про сломанный насос. Уйдя, он тогда не спросил ни о детях, ни о публикациях учителей. Этот вечер теперь тяготил его сильнее, чем 3 года службы. В больницу на следующее утро приехала Тара Холлоуэй, женщина в костюме с идеальной укладкой и отточенными, как хирургические инструменты, фразами. Она с порога осмотрела мальчика, закрыла его историю на планшете и повернулась к Чейзу. «В подобных делах строго соблюдается протокол. Мальчик будет помещен в приют на 48 часов. Затем решение судьи, дальнейшее разбирательство. Все просто». Чейз начал рассказывать о ночи, о шрамах, которые покрывают спину Илая. Показал по диагонали дневник, попытался обратить внимание на детали, на обрезанные ногти, едва прикрытые раны, на трещины кожи на ладонях, но Тара стояла на своем. «Я понимаю вашу обеспокоенность», — отвечала она холодно, «но у нас свои правила, и мы их должны соблюдать. Не все так просто, как вы думаете». «А кто помогает тем, кто застрял между этими правилами?» — спросил Чейз горько. «Каждый должен делать свою работу». В глазах ее усталость и равнодушие. Она словно была раз за разом вынуждена сталкиваться с чужой болью, но броня облегчала собственную участь. Выйдя в коридор, Чейз всерьез подумал: если сейчас он не будет для Илая тем, кто заметит, мальчик исчезнет, как многие из подобных детей, между строк. В ту же ночь Илай открыл глаза. Сначала только часть сознания вернулась. Медленно желтый свет лампы в палате стал похож на восход солнца, а не на пыточный фонарь. Но паника не исчезла. Глаза бегали по углам, проверяя побеги, пути к двери. Взгляд пронзающий, но молчащий. Все нутро умоляло не возвращаться назад. Чейз наклонился не слишком близко, держа дистанцию. «Все хорошо, Илай. Сейчас ты в безопасности. Здесь никто тебя не обидит». Мальчик не сказал ни слова. Его плечи вздрагивали. Губы сжались в тонкую линию, но слезы все равно стекли на подушку. Впервые, возможно, за долгие годы он плакал не от боли, а от слабой веры.
кто-то услышал. Чейз боялся выдохнуть, чтобы этот хрупкий миг доверия не исчез. В эту же ночь Чейз сделал единственное, что оставалось. Позвонил старому другу, Дане Барретт. Она была на пенсии, но все еще внимательно следила за новостями о детях округа. «Чейз, с фермой Миллеров все очень дурно», — призналась она. «Я 2 года назад отмечала их в особой карте, но мой рапорт отклонили». «Недостаточно оснований», — сказали они мне. «Все эти органы, если сейчас не угнаться, будет, как всегда. Новый рапорт, новая папка, опять по кругу». «Дети могут исчезнуть прямо посреди города?» — спросил он, чувствуя, как переселяется этот кошмар в его тело. «Каждый месяц кто-то исчезает так, что ни суд, ни служба не находят даже следа. За бумажками теряют живое». «Спасибо, Дана. Я не остановлюсь», — пообещал Чейз. Теперь он знал, что вытащить мальчика — его личное дело. Когда ему позволили вновь увидеть Илая, он присел у кровати. «Я читал твой дневник. Я знаю, что с тобой происходило на ферме у Миллеров». Мальчик затрясся, снова опустил руки, будто готовясь к новой опасности. Чейз медленно положил теплую ладонь на край простыни. «Я не дам тебя в обиду, Илай. Все изменится. Я обещаю». Сначала мальчик только молчал, потом вздрогнул всем телом и впервые позволил себе расплакаться по-настоящему. Только теперь, впервые за долгое-долгое время, он не был в этом один. Почти каждую ночь Илай засыпал и вновь проваливался в тот черновой мир сарая, где все было плохо освещено, и все тяжело. Фермерский дом был большой, но места для радости не оставалось. Работа, бесконечная и совершенно непосильная для ребенка, отнимала все — и силы, и веру в хорошее. На стенах столовой висели таблички с правилами: без разрешения не брать, еды дважды не спрашивать, ослушался — наказание. Иногда слова становились реальнее самой реальности. Порой Калеб, брат, немного старше и чуть сильнее, умудрялся принести корку хлеба или яблоко. Но во всем доме это считалось преступлением. Если Калеб что-то давал, Рэндалл карал уже 2. Шрамы на спине Калеба заживали дольше всех ножевых ран. После одного из таких эпизодов Калеб просто исчез. Конни объясняла: пришли господа из службы, забрали мальчика, на этом все закончилось. Но Илай знал по взгляду женщины — это ложь. С тех пор он перестал задавать вопросы, не смотрел в глаза, не ждал ни ласки, ни спасения, выжил только из-за молчания. Чейз не мог больше ждать. На следующий день он отправился на ферму. Проехал по дороге, которую уже успел ненавидеть за ее привычную мертвинку, за то, что до сих пор мало кто обращал внимание на такие дома. На месте все казалось обыденно. Чистый двор, аккуратно подстриженный кустарник, но, если приглядеться, за модной картинкой стояли теневые страшилки. Ворота амбара были на двойном замке, на дверях висела тяжелая цепь. Курятник выглядел как банальный старый сарай, если бы не странные следы, будто внутрь волокли не мешки, а людей. Во дворе пахло хлоркой и затхлым деревом, а внутри дома — странным смесью сладкого, лимонада и соленого, страха. Рэндалл встретил его вежливо, с показной настороженностью. За столом оказалась и Конни. Аккуратно порезанная домашняя стряпня лежала остывающей, как и положено для гостей.
Чейз делал вид, что верит каждому слову хозяина. Говорили о погоде, о ценах на зерно, о местной церкви. «Воспитывать мальчишек трудно», — улыбнулся скалящийся Рэндалл, «но стержень они должны иметь железный. У нас так всегда. Эти сопляки без дисциплины ничего не стоят». Конни подхватила. Дескать, муж слишком строг, но хочет для мальчиков только лучшего. Чейз старательно отметил про себя все тревожные детали. То, как быстро исчезают из комнаты дети, потемневшая лопата, свежие царапины на двери сарая. После вежливого разговора он встал, благодарно пожал руку и выразил готовность поработать здесь волонтером, если понадобится. «Возвращайтесь, когда вздумается», — усмехнулся Рэндалл. Чейз уехал, но уже знал, скоро вернется с ордером. Он решил получить в школе Пайн-Гроув больше информации. Учительница миссис Грейнджер долго рассказывала о странностях Илая, про то, что пару раз зимой он был без пальто, уши у него были обморожены, губы и все в трещинах, а после одного из дней на шее обнаружили ссадину. «Мы подавали заявление», — жаловалась она. «Но нам сказали, что жалоба не подтверждена. Мне прислали бумагу, претензии не обоснованы. А тут все видно же, стоит только взглянуть на ребенка». Чейз кивнул. Теперь каждая деталь складывалась в единую ужасную картинку. Последний шаг в этом затянувшем голову клубке — соцработник Д. Хенли. Дверь в ее офис закрывалась медленно, отчужденно. Чейз привел все, что у него было — фотографии, заявления, расписки медиков. Д. Хенли выслушала, но осталась непреклонна. «К сожалению, процедура есть процедура. Требуется больше объективных доказательств для вмешательства через суд. Сколько еще детей надо, чтобы вмешаться? Еще одного? Двух?» «Я понимаю чувства, офицер Сандерс. Но мои действия ограничены законом». Чейз почувствовал себя брошенным внутри процедурной паутины. Он был человеком действия. Понял, придется идти ва-банк. В больнице, где он вновь оказался после безрезультатной встречи, Илай передал ему свой единственный талисман — старую фото двух мальчиков, стоящих перед загоном с козами. Калеб и Илай, улыбающиеся, слегка заплеванные детской грязью, держатся за руки. По обороту было написано «Братья до конца». «Калеб, он жив, он в сарае. Я слышал, как его зовут ночью», — прошептал Илай. Чейз мгновенно понял. Времени нет, решимость стала непоколебимой. Он обнял мальчика за плечи. «Я тебя не подведу, Илай. Так получился ордер». Во главе группы из полиции и сотрудников опеки Чейз и Тара высадились на ферму Миллеров уже другим вечером. Теперь их не остановить. Никто не отговаривал, не ссылался на бумаги. Когда сломали замок сарая, то первый ветер, ворвавшийся в темное помещение, пах плесенью, испорченными продуктами, железом и страхом. Внутри было темно и страшно. Матрас валялся прямо на грязном полу, были остатки еды с плесенью, в дальнем конце сарая отрывался неисправный люк. В подвале темные следы на бетоне, куски цепей, пятна крови, рваные грязные одеяла. На стене рисунок мальчика, два силуэта, один крупнее, другой маленький, тянущийся за рукой. Прямо под этим куском сырых досок кто-то выцарапал «Калеб». Фото сделали. В следующее мгновение обошли весь участок, проверили все возможные скрытые комнаты. Доказательство было неоспоримым. Тут детей мучили годами. На второй день все было похоже на конец плохого сна.
Илай показал Чейзу фотографию, на которой 3 мальчиков улыбаются на фоне поля. Этот немой крик был для офицера символом. Он уже почти знал, что Миллеры попытаются замести следы. Вечером жители ближайших домов сообщили о дымах и пламени, исходящем из амбара. Когда вскоре подъехали пожарные и полиция, сарай уже был охвачен огнем. На заднем дворе нашли обгоревшие остатки одежды и следы, ведущие в лес. Тара отметила: «Похоже, Миллеры уходят. Заметают следы, как умелые уголовники. Все происходило слишком быстро». Спустя несколько часов Чейз и Тара, заручившись поддержкой Милдред Гарви из соцслужбы, отправились на автостанцию Грейхаунд по анонимной наводке. Гарви, несмотря на угрозу потерять работу без ордера, решила пойти им навстречу. Показала им неучтенные записи, где упоминались пропавшие из списка дети. «В этой системе я работаю 20 лет», — горько сказала она. «И вот уже 5 лет я вижу, что процедура важнее спасения». Стоя на платформе, Чейз заметил: мужчина, крепкий, с потным лбом и взглядом, бегущим по сторонам. Рэндалл держал за плечо мальчика в рваной парке. «Это Калеб», — прошептал Илай, который стоял за спиной. Последний акт разыгрался рядом с автобусом. Рэндалл схватил Калеба, приставил к его горлу ржавый нож. Люди на платформе в ужасе попятились. «Не подходи!» — рявкнул Рэндалл. «Если кто-то дернется, я...» «Все кончено, Рэндалл», — твердо сказал Чейз, приближаясь шаг за шагом. «Вас ищет вся округа. Отпустите мальчика. Ему не место рядом с вами». Рэндалл нервно дернулся, смотрел по сторонам. На секунду показалось, что он все же решится. Но в этот момент Тара, держа ствол наготове, медленно обошла его сбоку. Был короткий прыжок, нож вывернули, руки скрутили. Рэндалл был на земле. Калеб отброшен назад в объятия 2 полицейских. Когда все закончилось, Калеб стоял как статуя, не говорящий, не двигающийся. Но глаза его, наконец, встретились с глазами Чейза. Впервые за всю историю. В больнице Калеб прошел через медицинский осмотр, не проронив ни слова. Он отталкивал врачей, отказывался смотреть даже на Илая. Психологи говорили: кататония — типичная реакция на длительное жестокое обращение. Чейз приходил почти каждый день. Иногда просто сидел рядом, молчал, давая понять: кто-то ждет. Илай разводил руки в разные стороны, пытался рассказать о ярких моментах, дарил брату плюшевого лисенка. Калеб долго не отвечал, но все больше начал обращать внимание. Сначала просто моргал, потом тянул руку к брату, иногда хватал за руку и тут же отпускал. Медленно возвращалась надежда. Конни, приемная мать, поймали в Айдахо. Она пыталась выдать себя за одну из жертв ситуации, говорила о безденежье, о сложных временах. Следствие, впрочем, не дало ей шансов. Все было слишком очевидно. В день суда репортеры, местные жители и районные чиновники собрались в маленьком зале. Прокурор быстро выложил дневник Илая и медицинские заключения, нарисовав картину полнейшего ада. Показал записи. «Я не ел 2 дня. Заставили стоять на крыльце весь вечер. Брату хуже». Адвокат защиты еще пытался говорить о якобы нестабильной психике обоих детей, мол, дневники мальчишки-фантазеры подделали. Но под утро выступил Чейз. Его показания о том, как он увидел мальчика, который не мог стоять и дышать от слабости, добили всех. Калеб тоже дал показания. Его голос был тихим, иногда сбивающимся, но он по пунктам вспомнил, как его запирали в подвале, морили голодом, били до потери сознания. По лицам присяжных было видно вынесенное решение,
виновны. Никто из них не посмотрел на Рэндалла. Жизнь братьев пошла наперекосяк, но получился шанс на новый старт. Их приняли Карсоны, пожилая пара, давно славившаяся своим неравнодушием. Чейз приносил мальчикам книги, вместе они собирали новые пазлы, устраивали дни пиццы и просмотры фильмов. Каждый раз, когда Илай начинал вздрагивать во сне, Чейз садился рядом, тихо гладил по голове, обещая «этот дом надолго». В первую неделю после суда Илай решился протянуть Калебу лисенка из мягкой шерсти. Калеб, разрыдавшись, впервые крепко обнял младшего. Так началось исцеление. Но этого было мало. Чейз чувствовал, просто помогать, навещая, он не имеет права. Он решил оформить опекунство. Долгие недели ушли на обсуждения и проверки. Оцепление дома, новые замки, обучающие курсы, сотни вопросов от психологов и соцработников. Он согласился на все. Судебное заседание прошло на удивление быстро. Судья, не глядя на бумаги, объявил: Чейз Сандерс назначается постоянным опекуном Илая и Калеба. Так они стали семьей. Миновал год. На месте некогда страшной фермы теперь располагалась полудикая лужайка, амбар снесли, дорожный знак обновили. Чейз иногда проезжал по старой дороге и лишь поглядывал в зеркало, как будто слышал дыхание ночи за спиной. Но проезжал мимо, дома его ждали мальчишки. Они росли. Калеб вытянулся, стал крепким, твердо стоял на ногах, часто улыбался. Илай научился смотреть в глаза, больше не прятал руки за спину и не вздрагивал от звонка в дверь. В доме всегда было светло, стояли новые игрушки, мамины старые фотографии. На столе, как мемориал, лежал дневник Илая, обложка которого потерлась до коричневого блеска. Однажды Чейз открыт папку на кухне. Новое дело. Илай подошел ближе, заглянул через плечо и спросил без тени страха: «Чейз, а мы можем помочь еще кому-то, как помог ты нам? Может быть, есть кто-то, кто нуждается в доме?» «Конечно, малыш», — ответил Чейз, улыбнулся, обнял обоих братьев за плечи. «Теперь мы с вами будем помогать и другим, чтобы никто не остался один». Он аккуратно закрыл папку и мысленно пообещал: теперь в этом городе не останется одиноких мальчишек в тумане.